Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, и с вами рубрика «Диванные эксперты» в моем лице. Владимир Исаев не вынес всех нюансов, сложностей этого процессора и сбежал со съемок, поэтому снимать буду его я. И процессор в нашем ролике называется Muir GE300. Лучший процессор для гитариста. Ну что ж, перед тем, как включать, давайте пробежимся по разъемам, что у нас тут есть. Значит, вход для подключения педали экспрессии, вход для гитары, петля эффектов, 4 выхода, 2 балансных, 2 небалансных, разъем для выхода на наушники, интерфейс для MIDI и USB, то есть можете подключить к компьютеру. Итак, давайте включать. Итак, друзья, к вам попадает в руки процессор. Что вы первое будете делать? Это, конечно же, крутить пресеты. Ну, по крайней мере, я бы так сделал, чтобы просто ознакомиться со звуками, которые этот процессор умеет. Итак, соответственно, у нас тут банки организованы по 4 пресета. Вот, мне понравилась цифра 800 в названии. Видимо, это на что-то намекает, видимо, на Marshall даже. Вот, давайте послушаем, что это у нас. Поехали дальше. Funky ритм. Давайте послушаем. Dream Lead. Видимо, это Dream Theater. Ну, по крайней мере, я так подозреваю, поэтому... Можно даже посмотреть, что за усилитель. Да, GPC. Это как бы намек на Джона Петруччи, очевидно. Так, Blackface, техасский блюз. Идем дальше. Glasgow Kiss. Ну, видимо, в компании Muir работает фанат Джона Петруччи. Судя по звуку, да, это тот же самый усилитель, что и до этого попадался. Так, Milky Way. Значит, здесь у нас явно включена куча всяких эффектов, синт, дилей, ревер, поэтому надо послушать, что это у нас такое. Ну, помимо стандартных роковых блюзовых звуков, тут, видимо, началось уже всякое великолепие секции с синтезаторами, дилеями и реверами. Хорус Клин.
Ну что ж, едем дальше. Вот у нас следующий пресет под названием «Акустик». Давайте послушаем. Процессор, как видите, замечательно косит под акустику. Видимо, в компании Moore все-таки посмотрели ролик про педаль органика и сделали вот воплощение в виде такого процессора. Кто ролик не смотрел, обязательно посмотрите, это крутая штука. Так, листаем дальше. Краб. Пресет с названием Краб, его надо слушать обязательно. Процессор идеален для любителей эмбиента, как видите. Так, листаем дальше. В принципе, там куча всяких пресетов, отсылающих нас к Металлике, Guns N' Roses и прочим исполнителям. Вот. Даже Мисабуги, видимо, есть. Значит, Пиви. Ну, такое пропустить нельзя, да. Так, и далее доходим до банка под названием 16, E-String. Вот вообще с этого банка начинаются всякие интересные синтетические штуки, собственно, благодаря которым этот процессор особенно сильно и выделяется. Итак, давайте послушаем. String, видимо, что-то намекает на струнные. Можете брать процессор и в метро подрабатывать игрой на скрипке. Флейта. Больше, честно говоря, скрипку напомнила по атаке. Видимо, с басом это будет еще круче звучать. Так, что тут у нас? Орган. О! Ну да, для любителей 8-битного звука тут тоже всякие пресеты найдутся. В общем, как видите, и кранч, и хайгейн, и для соло, и всякое синтетическое мракобесие тут в большом количестве есть. Так что пресетов море, и можно по аналогии, я думаю, накрутить то, что вам нужно, тоже в больших количествах. Итак, ну пресетов мы достаточно уже послушали. Давайте теперь перейдем к интерфейсу управления, что, в принципе, является самым таким, наверное, неприятным при настройке, при кручении процессора, потому что все мы помним, что там, тот же AXFX или процессоры от Line 6, когда погружаешься вот в кручение ручек, там начинается вот прям копание в меню, под меню и так далее и тому подобное. Вот здесь этого, сразу говорю, нет, потому что вот есть вот эта цепочка из кнопок, которая очень оперативно позволяет переключаться между эффектами. Ну, собственно, давайте сделаем вот что. Пустой пресет, нажимаем кнопку дисплей, вот у нас цепочка из эффектов есть. Значит, ну, последовательно давайте теперь включим, соответственно, нужные нам эффекты, и можно их будет перемещать там и так далее. Итак, первое, амп. Так, сразу покажу. Значит, здесь у нас 108 вариантов звучания. В общем, в мануале, который качается с сайта, я думаю, вы сможете посмотреть все названия. Ну, вот наобум что-нибудь включим. Dual ректа, трипл ректа. Ну, давайте ректу. Нет, Марк. Пусть будет Марк. Так, кабинет. Вовы здесь нет, поэтому будет у нас тяжеляк играть. 1960. Ну, это, видимо, отсылка к Маршаллу, пусть будет. Значит, далее.
В настройке кабинета вот вы видите, что у нас есть, во-первых, микрофоны, вот, соответственно, SM57, второй SM57, положение его в пространстве, дистанция, как бы, и есть еще вот вторая менюшечка, в котором вы можете выбрать, соответственно, микс микрофонов относительно друг друга. То есть, ну, допустим, первый оставим SM57, а второй мы поменяем вот на такой. Давайте послушаем, что у нас. А насчет тяжелика я вас обманул. Надо не клин канал выбирать, а перегруженный. Вот, здесь, соответственно, секция эквализации. Можно что-нибудь подкрутить. Опять же, вот 5 ручек, которые соответствуют 5 ручкам на экране. Все очень удобно, не надо ничего листать. Бас, допустим, подрежем. Или середину. Добавим верха. Так, что нам надо? Марк без грелки, деньги на ветер. Соответственно, выбираем тюб-скример, гейн на 0. Вот. Ну, соответственно, тут у нас, правда, не совсем тюб-скример, а 5 ручек, а не 3 у нас получается. Но мы на это забьем. Если надо, что-то добавим. Так, слушаем. И можно грелку выключить. Так, еще на усилителе можно убавить гейна. Ой, пардон, это кабинет. Чуть поменьше сделать. И грелку включаем. Так, идем дальше. Что у нас нужно? Ну, давайте, например, дилей повесим. Значит, здесь у нас, соответственно, тоже 14 вариантов дилея. Но мы сделаем вот, с модуляцией дилея. Послушаем. Так. Топ-темпо тоже присутствует. Время можно поменьше выставить. Что-то типа того. Вот. Ну и так далее. Вы можете, соответственно, добавлять эффекты. Цель, соответственно, этой части выпуска не накрутить звук как таковой, а показать, насколько это быстро, легко и оперативно делается. Далее мы, соответственно, что? Нажимаем Save и сохраняем. Ну, там можно было имя еще как бы присвоить. Время на это тратить не будем. В общем, все понятно. Звуки крутятся и потом в дальнейшем настраиваются элементарно. По нажатию этой кнопки вы, соответственно, вызываете соответствующий пресет. Не пресет, эффект, и его, соответственно, крутите уже так, как вам нужно. Элементарно. А теперь, друзья, давайте попробуем одну интересную функцию под названием Tone Capture. По заявлениям производителя, она позволяет захватить профиль звучания гитары, педали усилителя и перенести ее в ваш пресет. Ну, то есть, грубо говоря, мы берем звук этого инструмента, сэмплируем и совмещаем со звуком этой гитары и послушаем, что получается в итоге. Итак, нажимаем на кнопку Tone Capture. Значит, у нас есть Target, Source и кнопка Active. Вот. Соответственно, Target — это у нас гитара вот эта. То есть мы хотим, чтобы она звучала как это, скажем так. Источник у нас вот. Значит, все, что нужно, это поиграть вплоть там по открытым струнам любую чушь, чтобы захватить тон инструмента. Итак. Достаточно. Берем вторую гитару. И записываем.
Записали мы, соответственно, второй сэмпл. Теперь отдельно вот послушаем. Это звучание этого инструмента и вместе. И теперь посравним до-после. То есть, как видите, в принципе, при определенном желании можно Gibson превратить в страт, вот как-то так. Что можно сказать в итоге? Прибор обладает очень богатым функционалом, сравнимым с топовыми процессорами типа Helix, не знаю, Axis FX во всех его разновидностях, Kemper и так далее. То есть давайте просуммируем, да, что тут есть. Ну, стандартные всякие штуки, тюнер-лупер, да, про который, конечно, я не упомянул, но сейчас скажу. Лупер есть, уже хорошо. В принципе, не для этого такие процессоры покупаются. Но в первую очередь тут подкупает удобство управления, то есть пресеты крутятся мгновенно. В отличие от того же Axis FX, где надо постоянно рыться во всяких подменюшках, тут вот этими кнопками на морде соответствующий функционал настраивается просто пулей. Плюс есть куча моделей усилков, то есть там сколько, 103, по-моему, было, я не помню уже, в мануале надо посмотреть. Кабинетов порядка 50, по десятку микрофонов на каждый, то есть это все можно расставлять соответствующим образом. Можно грузить свои импульсы. Также он работает как аудиоинтерфейс, ну, педаль на нем можно повесить вами, педаль громкости, квак. Выход на наушники, опять же, можно позаниматься. Ну, то есть прибор и для студии подойдет, для домашней студии, конечно же. Вот, для туровых всяких мероприятий. Ну еще отдельно порадовало большое количество всяких эмбиентных и синтетических эффектов. Для особо творческих личностей это будет дико круто. Готовы? Да. Спасибо, Вань. Иначе бы я не попал. Погнали. Мы снимаем, да? Да. Да. Скажи, что Чуть назад. поезда Не, перепутали. Подожди, Чё что назад? Привстань чуть-чуть. Представь.